Лондон еще тот стиляга. Он обожает менять образы. Сейчас он в строгом смокинге, через минуту в деловом костюме, а вечером в прикольной рождественской пижаме. Привет, я Диана. Погнали гулять. Начинаем в самом центре, у легендарного Liberty London. Этот универмаг буквально собран из двух старых военных кораблей. Внутри даже висит настоящий парусник. Почти пираты Карибского моря. Говорят, за 100 лет интерьер тут почти не изменился. Начинали с восточных тканей, а теперь тут микс из крутых брендов и работ молодых дизайнеров. И это не пыльный музей, а очень живое место. Только посмотрите на витрины. Кажется, эта кукла сейчас оживет и расскажет свою историю. Ладно, не отвлекаемся, идем дальше на улицу с ангелами. Друзья, мы с вами на Риджент-стрит. Я вижу здесь Лондон в классическом твидовом пиджаке и ультрамодных лоферах. Здесь магазины мирового класса, и просто можно заглянуть в витрину, чтобы понять, как выглядит будущее. Я его на этой улице чувствую особенно отчетливо. Эта улица про моду, рестораны и стиль жизни. Посмотрите, какое необычное здание с колоннами и красными ободками. Церковь всех святых. Сразу за ней BBC Broadcasting House. BBC. Для меня, как для человека из телевидения, это место особенное. Очень. Как все устроено внутри BBC, мой must-have. Обязательно сделаю об этом видео. И мы обязательно посмотрим это вместе. Остаетесь? Вечером над Риджент-стрит загораются ангелы. Сейчас они отдыхают, зато нам хорошо видны сами здания. Они великолепны. Это особенная улица района Сохо. Танцы бы сказали iconic, вы бы сказали культовая. Канаби-стрит. Особого дресс-кода нет. Будь стильным, будь собой. И она, кстати, такая же разноликая и модная, как ее папа Лондон. Она была и центром моды, и самым джазовым местечком свингующего Лондона. Рокеры, кстати, тоже захаживали. И Битлз, Роллинг Стоунс, да все тут были, кто на волне. А представляете, еще 400 лет назад тут охотники по полям гоняли зверей, крича друг другу «Сохо!» Типа «Зверь туда, не сюда!» Ну, в общем, так и назвали этот район. А это Урал, дух Сохо. Сколько ярких персонажей, красок, времени нет рассматривать. Ну, такой вот дух, живой, энергичный. Куча людей, движуха. Кстати, потом, в 18 веке, тут появились красивые дома, и продвинутые лондонцы устраивали модные вечеринки. С тех пор это магнит для всех, кто любит быть в тренде. Протопала несколько шагов, я как будто в Поднебесной. Тут Лондон перестает быть британским. Так, ему впору, если не накинуть китайский халат, то уж точно хорошо бы нарядиться хотя бы гирляндами с фонариком. Потому что фонарики эти какие красивые. Так много, даже неба не вижу. Но зато я как будто на площадке, где снимают кино. В общем, мы в Чайнатаун. Маленький, плотный островок культуры. Китайский парнишка, который легко убедил британцев полюбить свою культуру и еду. Ну разве это утки? Это шедевр. И пальчики оближешь, язык проглотишь. Но Лондон зовет нас дальше. И я вернусь сюда. И за атмосферой, и за уткой. Мы приближаемся к месту, где Лондон вообще не спит. Наверное, это самая живая площадь города. Площадь Лестер. Ну, в праздники так особенно. Мысленно надеваем спортивный костюм и айда на каток.
Кстати, я в детстве, я часами могла кружить на льду, чем приходила домой и еле доходила, ноги отваливались. Я, честно говоря, и иногда сейчас катаюсь, но это уже не так легко. А сегодня я вижу особенно шумно, очень весело. Как-то сразу становится вкусно, потому что я уже проголодалась. Давайте-ка поищем что-нибудь поесть. О, вау, вот это да. Oh, wow. С пылу жару колбасочки. Так. Кетчуп, горчичка. Готово. Пора двигаться дальше. Бай-бай, Лестер. Лестер Сквер. Громкий, веселый и аппетитный. Ой. Такое ощущение, что ты в какой-то открытке или наоборот она жила в медведе. Очень красиво просто. Вокруг тебя все такое яркое. Мы приближаемся, подходим к Ковент-Гарден. Я в детстве, я считала, что это театр, а это, оказывается, рынок. Да, рынок, в общем, который ведет себя как театр. Вот, смотрите, зрелище тут. Мне, в общем, на эти колокольчики смотреть просто одна радость. Ну, кажется, сейчас зазвенят. Я залезла наверх и хочу сделать вам такую панораму, чтобы вы увидели больше и шире. А дальше мы идем через красивые улицы и, конечно, город меняет костюм. Мы идем на Трафальгар Сквер. Мы на Трафальгарской площади. И я поднялась на балкон Национальной галереи, чтобы снять вам панораму. Площадь похожа, кажется мне, как на сцену. Начнется сейчас действие, декорации уже стоят. Тут Лондон в военном мундире. Площадь же названа в честь победы в Трафальгарской битве. Но сейчас это место мира, влюбляются, протестуют, празднуют. В общем, все здесь делают. Какая яркая автомалышка. Двухэтажные автобусы. Я вообще на них могу все время смотреть. Какие они милахи. Мы сейчас переодеваемся вместе с городом. Деловой костюм. Мы на Уайт-Холл. Это же не просто улица. Это ось британской власти. Вот я вам скажу по секрету. Именно здесь принимаются решения, которые влияют на миллионы людей. Посмотрите на эту архитектуру. Она говорит громче, чем мои слова. Здание Музея Королевской гвардии. Лошади. Королевская конная гвардия охраняет короля и музей. Можно смотреть на этих красавчиков очень долго. Уже вечереет, и мы идем к реке. Ну, вот такая поговорка есть. Не посмотрел на Биг Бен, в Лондоне не был. Вот хоть одним глазком. Я приглашаю вас прогуляться вдоль реки Темзы. Барышня эта плывет в окружении очень красивых локаций. Тут слова даже не нужны. Гуляем и созерцаем. Спасибо большое, что разделили со мной удовольствие в прогулке по Лондону. Оставайтесь на моем канале. И будем еще гулять и общаться. Пока.